Всем привет, это я, Лава, и сегодня мы будем открывать первый турнир по растению по зомби 2 по моему каналу. Но сначала посмотрим на стеку. Если вы помните видео про познакомые этих команд, тогда вы знаете, чем они способны. Но сначала я хочу показать вам два важных вещи. Именно сколько очков я потратил по каждому команде. Если вы помните, я сделал видео про Rotten Short. Как вы видите, ледяная команда, взрывная команда и электронная команда потратили самое возможное количество очков, или можно сказать 10 очков, а тем времени команда Шашида потратила только 5 очков, типа половинная. Теперь я хочу показать по полу касте растений. Я не хочу, чтобы все перепутали по полу растения. И вот все поле. Если вы видите в том, что огненный горох, липкая бомба рис, сладкая картошка и идейка пойта, эти только девушки в этот турнир, а все остальные 20 растений это парней. Теперь мы начнем турнир между огненная команда против ледяная. Счет 0-0. Вот первое боевстве. И я, скорее всего, ускорю, чтобы не было слишком долго. И, ё-моё, ледяная команда успешно запирает ведро зомби, но для гны серьезная проблема. Короче, они справились. По-моему, ледяная команда добрала 3 очка, а гной только 2 из-за потерянный жейф. Следующий раунд именно робота. Команда именно тут Сашит протектор, Колос робот и футболист. И ледяная команда снова тащит с помощью, вы знаете от кого, и первое падение от зомби для растения гнили. И фактура для растения началась пропадать. Я даже промолчу про огненные команды, потому что они очевидно не справляются. Когда они потеряют и морозный горох, они отчаянно проиграют. И смотреть смысла точно нету, потому что да, все параша только. Никто не добрал это очко. Как печально. Следующая именно статная команда. И ни один из них всегда не достает. И для ледяная команда сразу начались проблемы, но миг сразу пропали, и маг онаглел помогать по своих же людей по команде. Это плохой поступок, поэтому я имею полное право. Ну вы поняли. Так, это вторая попытка для команды, потому что не, блин, мага онаглела. Чужие команды помешают. Это плохая поступка. И да, все парашка.
Однако, если в следующий раз они будут опять поступать то самое, тогда, скорее всего, я отдельно разделюсь, скорее всего, в следующий раз. И еще один раунд без потерянное очко. В следующий раз именно футболист. И Морозный Король сильно дал фортун того, что замораживал футболиста. Если не он, тогда он бы уничтожил Морозный. Сейф. Второй раз подряд он спас его. И, да, я сказал его, а не она. Поэтому ледяная команда 3, а огненная команда не смогла добрать очко, а ледяная тем временем добрала все 3. Следующий раз именно раунд фалькир. Я сразу поставлю 5 для ледяной команды, а для огненной 4. Обе команды добрали по 2 очка. Интересно, огненная команда начинает свое восхождение или остался на месте? Ё-моё! Для огненной команды просит сушный кошмара. Просто смотри, что ждет у вот эта команда. Но повезло для ледяной команды, потому что они смогли замораживать шутяра, а огненные не смогли. Поэтому, да. После сумасшедшего раунда огненная команда действительно должна начинать добавить очки, иначе рано или поздно они рискнут быть вылитые. Студию. Из-за того, что я не знаю, какое чье много, поэтому ледяная команда сразу успешно, поэтому раскопаю их, чтобы все для фокуса, для огня полностью проигрыш. Ладно, у нас только всего 4 раунда осталось, и я думаю, что знаю, чем закончится этот четвертьфинал. Короче, очевидно, эта команда проиграет этот турнир, потому что, во-первых, это уже далеко для них. Однако, они только что проснулись и успешно справляясь. Молодцы ледяные команды. Все по 3 балла. Доброе утро, огненная команда. Но вы опоздали, чтобы спастись. Из-за длина всего же 11 очка. Трика давно умерла. К сожалению. Ну, мы все равно посмотрим, сколько очки ледяные команды может забрать. И при последнем раунде пуска импы. Да, в повышении птичи нету, у меня есть. Короче говоря, все команды получили по 3 балла. Последний раунд студию! И вот что самый последний раунд, который ничего не решает, потому что, во-первых, ну вы поняли, почему? А потому что огненные команды почему-то тормоз. Не смогли проснуться удачно время. Если они бы проснулись, тогда они, скорее всего, смогли догнать огненные команды, но, увы, не смогли. Давай посмотрим, какой же
занял на ледяная команда. Будет 21, или 22, или 23, или 24. Ну да, очевидно 24 не бывает. Для ледяная команда. Возможно 23 для их рекон будет. Я и мой большой рот. Ну тогда у них будет хоть бы 22 реконда у них будет. Если арбуз не может убить его, тогда ладно, знаете, все параша и рекон будет 21. Окончательный счет 0-20 и победитель стал ледяная команда, и они выходят на полуфинал. Но мы пришлось попрощаться с огненной командой, потому что у них недостаточно очко для выхода в полуфинал и вылетели. Не буду врать, я расстроен из-за огненной команды. Я очень надеюсь, что огненная команда победит, но нет. Ну ладно, я с этим поделать не могу, а в следующем четвертьфинале будет между северная команда и команда Шашита. Ну не игнорировать тот факт, что как раз из этих двух команд есть одна девушка и два парней. Огненная команда одна из 4 девушек, но сегодня она выбывает с перцем и ливной шейвом. Так что у нас осталось только 3 девушки и 18 парней. Но сегодня хватит. Так что увидимся завтра. Пока!